حاصرني الخبر طوال الطريق. حدث جلل وقع هنا، الوجوه المرسومة تكاد تقسم بذلك. الملامح جميلة لكنها حزينة حزينة. والمكان جغرافيا رائعة لتاريخ مجيد. الشهود ما زال بعضهم أحياء، لكن الزائرون الغرباء لا يكترثون إلا لأثر عتيق أو لشواطئ خلابة. من هنا يبدو كل شيء رائعا. هو كذلك أيضا إذا أقحمت نفسك بين التفاصيل. هو غير ذلك إذا سمعت الحكاية من البداية. Фамилия моя Куртиев. Крымские татары говорят Курти. В переводе означает волк. Имя отца Исмаил. Родился в 1925 году в Симферополе, здесь. В армии прослужил я 30 лет. Полковник. Оставили в наследие. Толерантность. У нас говорится так. Основа терпения, фундамент терпения – желтое золото. Поэтому татары очень терпеливые. Вот это тысячелетием отразилось и тех жителей, которые жили и не мусульмане, уже при царской России. Русские и другие вообще христиане очень терпеливо относились к нашему народу. Очень терпеливо. И мы терпеливы к их празднику, к языку, и они терпеливы. И поэтому, когда Севастополь освободили, Севастополь от немцев, от аламанов, и в Крыму настало такое, в апреле месяце настала мирная жизнь. Начали сажать в огородах, сады обрабатывать. И все шло нормальной чередой. Никто не представлял, что будет высылка, депортация насильственная. Очень секретно это было, очень секретно. Солдат собрали сюда более 100 тысяч, они занимались, косили сено, как будто готовят для лошадей. А тут и лошадей у них не было. Танки, машины. Они все это скрыли. И уже 16 мая моя жена бежала к школе. Тут вот улица Караимская, и она, 14 лет ей было, они участвовали, помогали раненым солдатам, раны перевязывать. И один майор говорит: иди сюда, девочка, ты кто по национальности? Я крымская татарка. Срочно иди маме говори, что будет беда. Готовьтесь в большую дорогу.
رحت أبحث عنهم. قال لي ذاك العجوز المحمل بالمستندات والخرائط: ستجدهم في أطراف القرى وعلى سفوح الجبال، يسكنون فيما استطاعوا امتلاكه بعد أن فقدوا أرضهم وأملاكهم. كان التناقض صارخا بين مشهد أستحضره من التاريخ بكل ألمه وعذاباته، ومشهد واقع أمام عيني بكل حسنه ورونقه. إنها القرم، أي القلعة بحسب اللغة التترية، شبه جزيرة في البحر الأسود، تابعة لأوكرانيا، إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. على كل حال، لابد وأن أجد بعض هؤلاء العائدين من تلك الرحلة الطويلة ليدلوا بتفاصيل حكاية وقعت هنا قبل أكثر من نصف قرن. السلام عليكم. Меня зовут Иззет, Велишаев Иззет. Ну, мое детство нехорошая история. У меня отец был сиротой. В 1880 году отец родился. В 1903 году его забрали в царское время в русские армии. Он 5 лет служил в русской армии. Японцам воевал, Маньчжурии, Китае. Царь Николай их пригласил после войны, перемирие делал, после войны пригласил к себе эти части. И в том числе мой отец туда попал, в эти части, царю. Дочка, значит, руку поцеловал. Я кратко рассказываю, потому что это и длинная история. Царь спрашивает: откуда ты, солдат? Я с Крыма, говорит. А где там живешь? В Алуште, деревня Корбек. А я там был на охоте, говорит. Это с Петрограда он ездил в файтонах на охоту сюда. Вот это гору. Вот. И вот когда отец начал рассказывать, царь говорит: ладно, когда-нибудь еще встретимся, что мои богатые люди приходят ко мне, говорит: давай высылай крымских татаров, оттуда мы будем жить. А царь не согласился. كان مستضيفي يروي بحماس شديد تفاصيل ما جرى، يتجاهل عدم معرفتي بلغته ويتجاهل المترجم، فيما كنت أنا أسترجع التاريخ رواية سوداء أكاد أرى أحداثها واحدة بعد الأخرى. منذ قديم الزمان كان القياصرة الروس على قناعة بأن من يحكم القرم يحكم البحر الأسود، فعملوا على ذلك. حتى نجحت الإمبراطورة كاثرين الثانية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في هزيمة العثمانيين والسيطرة على القرم. ومنذ ذلك الحين سعى القياصرة إلى محو هوية القرم عبر عمليات الترحيل القسري للتتار، حتى تناقص عددهم من حوالي 6 ملايين نسمة زمن كاثرين الثانية إلى أقل من 300,000 نسمة حين اندلعت الثورة البلشفية. تلك الثورة التي منحتهم 6 أعوام من الاستقلال الذاتي قبل أن ينالهم ما نال كافة شعوب الاتحاد السوفيتي من قمع ستالين، وقبل أن يضطروا إلى تلك الرحلة الطويلة. لا بأس، علي أن أكمل ما جئت من أجله. Алейкум ассалам, рахметуллах, берекатух. Это моя жена. Звать его Урмуз. Ей 70 лет тоже. А мне около 80, 78. Это мечеть построили в 1905 году. В октябре месяце. Вот уже 100 лет этот мечеть. Вот здесь был минарет. Большой минарет. Его развалили в 1922 году. Коммунисты его свалили. Но советские власти
уже мечеть не было. Они взяли его, сделали детсад. Я Муслимова Мунаввара. Родилась 18 января 1936 года в Алуште по улице Субхи, дом 61. Дом был двухэтажный и недалеко от пляжа. С балкона видно было всех голых, кто на пляже. Меня зовут Абдулмин оглы Асан. Я жил в деревне Албата. Год рождения Белялов Растим. Родился в 28 году, январь месяц, 27 января. До депортации он работал в колхозе. И отец, и мать, и я. До войны. Ну, во время войны это здесь была оккупация. Они, наверное, хорошо знают. Ну, пережили 2,5 года оккупации. Когда возвратился наша советская армия, мы думали, уже нам жить будет хорошо. Думали, свои вернулись. Будет хорошо. Но эта радость долго не продолжалась. Двое братьев были в советской армии, служили. И до нашего выселка 3-4 дня назад на одном поле завезли, наверное, 300 американских студебекерей. Машины такие были, новые все. А мы не знали, о чем дело. И, значит, прошло 2-3 дня, значит, утром рано. 5 часов утра, 6 часов утра. Все в деревне, во всех деревнях, значит, подъехали наши солдаты, НКВДшники. Стучат в двери, прокладки, винтовки. Ну, дома у нас мать, старуха. Я вам уже говорил, ворвались в каждую семью. И начали обыск делать. Говорили, что оружие ищем. Мама открыла дверь, а он стоит с автоматом. Он читал указ Сталина. Приказ Сталина. За предательство, за нелояльное отношение к советской власти вас выселяется. الخيانة والإبعاد كلمتان غريبتان على مسامعهم. الدهشة كانت رد فعلهم الأول. الدهشة ما زالت تحكمهم وهم يحكونني الحكاية التي وقعت قبل أكثر من 60 عاما. Нас обвинили так, что это вообще в одной истории нет. Никакой мировой истории нет. Это российская политика. Я, Муртазаев Ридван Ибрагимов, родился в деревне Марков в 1927 году. Учился там в школе, в 4 классе. Которые нас там выгнали, такое это было. Ужас. Наши отцу даже слов не давали. Мы дети все маленькие были, все голые, мольные, вот так мы из дома вышли. Один солдат сказал: хватит лежать вам в белых постелях, наслаждаться. Вставайте, возьмите своих детей, вот вам 15 минут. Ночью все сонные, дети, и мама в положении. И за 15 минут что можно было сделать? Когда уже нас хотели высылать, мне было 14 лет. В общем, нас, когда стали высылать, машины много было в нашем деревне. И 2 солдата с автоматами приходили перед утром. У меня только была мать. Брат был в армии. Мне было 8 лет тогда. Отец был на фронте, а мама никого больше дома. Нас 3 дети, и 77 лет бабушки остались дома. Мы не смогли
даже свое золото взять. Что было с нами, то и взяли. За 15 минут все сонные. Нас всех, алуштинских, ближние села подвезли к пляжу. Кто плачет, кто в положении, кто больной. Если бы вы видели, как этих бабушек, как этих дедушек толкали, их засовывали в этот машины, и на этих машинах, вы знаете, они не как со скотиной, не с людьми, а со скотиной, подвезли нас оттуда. В общем, кто плачет, кто там болеет, все это в таком положении подвезли уже нас сюда, к ЖД вокзалу. А бабушка намаз вела тогда. И закончил намаз, я открыл дверь, они зашли. Бабушка говорит, весь крымский татар веселает. А она заблудилась, не поняла ничего и говорит, ничего, говорит, из дома не берите. Только вот 3, это внучки, берите только одежду. خارج باب الدار كانت هناك حكاية أخرى. إنها الحرب العالمية الثانية. الألمان يكتسحون شبه جزيرة القرم في أواخر السنة الثانية للحرب. صحيح أن بعض التتار والروس انضم إلى صفوف الألمان عداء للشيوعية وسعيا إلى الخلاص منها، إلا أن أعدادا كبيرة من التتار في المقابل انخرطت في صفوف الجيش السوفيتي دفاعا عن الوطن وطمعا في تقدير الرفاق الذين لا بد وأن يمنحوهم شيئا من الحرية. تتوالى الأحداث ليبدأ الجيش السوفيتي هجومه المعاكس ويلحق الهزيمة بالألمان ويسيطر على القرم، وفورا يباشر الشيوعيون في تنفيذ أحكام الإعدام بحق كل من اشتبه به التعاون مع الألمان. في الطريق إلى سماع شهادة أخرى أسأل نفسي، أهؤلاء كلهم ضحايا أم أنهم جناة؟ ثم كيف يمكن لأحكام الإدانة أن تكون بالجملة؟ كيف لثورة ترفع شعارات الحرية والمساواة والعدل أن تقر مبدأ العقاب الجماعي لشعب بأكمله؟ Я Якубова Мунивер, 39-го года рождения, родилась в Крыму, в городе Бахчисарае. Я помню, когда утром, как они приехали, не помню, помню, что у нас ночевала тетя, была в гостях. Она все свое белье постирала, и вот утром ищет, а они ходят, эти солдаты за ней, думают, что у нас есть золото. Она из комнаты в комнату заходит, хочет одеться, и она говорит, разрешите мне одеться, у меня ничего нет, я тут в гостях, мне надо одеться. И вот так, давайте, быстро, я вот это помню, что бабушка взяла Коран, взяла меня за руку, и мы вышли, тетя, я и бабушка. Ну, в общем, эта мать сказала, говорит, в чем же дело? Ну, они сказали, вас будет высылать отсюда, из Крыма. Вы, в общем, вредители были. أسأنا للوطن؟ كان وقع العبارة على مسامع الناس غريبا. كادوا يقولون كيف نسيء وصغارنا يتلقون تعاليم كبيركم ورجالنا بين صفوف جيشكم ونساؤنا يكدحون في أرض الوطن. أيها السادة، نحن الكادحون، أو نسيتم؟ نحن الكادحون الذين من أجلهم كما قلتم ثرتم. Мы когда хотели подниматься на вагон, мне не знаю, как попалось, я чуть не под поездом не осталась. Под поездом, да? Под поездом, да. А потом я как крикнул, мама, мама! Один человек пришел, меня оттуда собрал и кинул в вагон. С этим, в общем... Эшелон тронулся, да? Вы сколько там Эшелон проводили? тронулся уже.
двухъярусные сделали эти вагоны. И это, видимо, было или скот возили в этих вагонах, или военнопленных возили. Там кругом вши были, по стенкам ходили вши. У нас в поезде, вот это я очень хорошо помню, прорыли в поезде дырку, топором прорубили, и так загородку делали одеялом, старики или кто по надобности ходили туда. В вагоне вот углу дырка сделали, уборной нет, женщины, дети, а оправляться надо. Вот какой-нибудь тряпки натянем, вот так оправляется в этой дырке. Нам дорога очень трудно была, люди умирали. Возможности не было, копали не было совсем, читать ничего не было. Очень трудно, кушать нет. Где станция поезд останавливается, пришли, люди, вода нет. Один человек, женщина ушел, поезд отправили, женщина остался там. А дети есть, дети кричали, потом плачут. Куда положить эти дети? Отправили в следующую станцию, отправили на детдом. А там женщина, дети ожидают, не найдут нигде. Кричали, поехали, поехали. Милиционер ругает, очень ругали. Вот очень трудно было. Тогда отец дети не знал, остался на дороге. Дети остались на дороге, искали друг друга, а какое место, и некоторые совсем не нашли свои дети, своего отца. А так и на дороге весь люди, как это, разбросились. في مواجهة خطر الفناء تلجأ الشعوب إلى التاريخ، تفتح ملفات أمجادها، تستمد منها طاقة للصمود. ألجأ أنا إلى أثر من التاريخ، بيت الوالي وديوانه ومسجده في مدينة بخش سرايا التي كانت يوما مركزا حضاريا هاما وعاصمة للوطن. Когда меня спрашивают, с чего начинается Родина, я говорю с любви к ней. Когда спрашивают, с чего начинается любовь, я говорю с познания. Мы с вами находимся в бывшем ханском дворце. Это для крымских татар святыня. В Узбекистане они вспоминали эти черепичные крыши, остроконечные дымоходные трубы и мудрые фонтаны ханского дворца. Первое, что сделал
Хаджи Гирей, он построил столицу в крепости Кыркор, а его сын строит здесь во дворце. Здесь, на этом месте, дворец. И первое, что он возводит, это мечеть, святыню. И перед строителями, говорит легенда, он ставит такое условие, чтобы первый камень заложил человек, который в жизни не совершил зла. Многие мастера приезжали, но, услышав такое условие, никто не решался. Тогда вывели вперед ребенка и сказали, что дети рождаются ангелами, они всегда безгрешны. Позже первый камень заложит ребенок. И вот эта мечеть стоит 500 лет. Белый стройный минарет украшает мечеть. Ну, здесь был 2 этажа. У нас мусульмане всегда делали 2 этажа. Второй этаж женщины молились, первый этаж женщины. Это большой зал был. Все общий зал большой. Сейчас мы поднимемся, вы увидите. Потом, когда дом отдыха сделали, разделили на маленькие комнаты. Вот маленькая комната на 2, на 3 человека, на 5 человека. Вот здесь в данное время мы живем. Вот здесь у нас михраб. Вот это михраб. Вот это надо убрать. Ну, пока у нас деньги нет, поэтому нет. Вот это надо открывать. Это михраб у нас. Ну, здесь у нас в Крыму вообще мусульмане 2-этажные мечети делали. Вот здесь женщины молились. Здесь тоже самый михраб был, сейчас михраба нет, но мы восстановим потом его. А внизу тоже такой большой зал был, такой же, там мужчины. Вот здесь где-то должен быть вот так отверстие, когда женщины молятся, там внизу мулла стоит, они видят, как мулла молится, и так и они здесь молились. Татар это было монголоязычное монгольское племя, мощное. При Чингисхане он имел численность 70 тысяч семей, 70 тысяч. И 50 лет татары сопротивлялись роду Чингисхана. Деду Чингисхана, отцу Чингисхану вели войну, и самим Чингисхану вели борьбу. Поэтому Чингисхан, когда их победил, то он приказал всех татар, мужчин, кто выше чеки колеса, вот колесо, да, там ступица есть, кто выше чеки колеса, всех убить, женщин и маленьких детей ниже, всех раздать по монгольским племенам, чтобы им неповадно было себя называть татарами. صحيح، الأيام دول، حضارات تصعد وأخرى تنهار. لا تلك تخيلت يوما أنها يمكن أن تسقط، ولا هذه اعتقدت يوما أن بإمكانها أن تصعد. ترى بوسع من أن يتصور أن هؤلاء التتار كانت لهم في سالف الزمان حضارة مشعة ودولة ذات قوة يحسب لها 1000 حساب. من يمكن أن يتخيل أنهم وصلوا يوما إلى أسوار موسكو وحاصروها وفرضوا الجزية على أمرائها، ثم ها هم منذ قرون مستضعفون، حملات جماعية للتهجير وأحكام إعدام بالجملة، ومساجد ومدارس دينية تهدم، وأوقاف تصادر، وأراضٍ زراعية تستباح. ثم غريب أمرهم، هم لا يتلاشون ولا ينكسرون. بعد كل أزمة تراهم كأنهم ينبتون من الأرض، ثم يروحون يحكوا للدنيا تفاصيل ما جرى لهم. Повезли. По дороге уже тут начали гибнуть, умирать. Старики, старуха. Тут старик помер на наши вагоны. И его вынесли. Даже копать не стали. Травой укрыли и дальше ехали. Швые вагоны. Тут уже остановились. Решили нам пищу готовить. Мама упала и разлилась эта кастрюля. Без пищи остались. Тут без ничего. Я 22 дня ходил туда. А без хлеба, без ничего, без детей, без семьи, ничего я не знаю. Ничего я не знаю. Плакала, ничего не помогает. Сидим, голодный сидим. Домадан капли ничего не взял. И платы нету. Знаешь, докторский есть марла. Я его 2
раз делал, платье шили, так одевал. Потом мы там ездили. А так был. Я плакала, так-то дети не нашли, семью не нашли. Вот. Все остались дома. А вперед месяц взяли мужчину, они тоже не знают, куда его посылал, куда его пошел. Вообще не знают. Мы друг другом ничего не знаем. 8 лет мы друг другом не нашла. Там очень плохо было. И первой жертвой у нас был в нашей деревне, имам нашей деревни. Ему было 70 лет, и пришлось его похоронить. Он где-то 10-е сутки, не доезжал до Ташкента, похоронили его. Один красноармеец, а мы на них очень надеялись, что они будут нас защищать. Он говорит, вас застрелят вас. Вас повезет куда-то, а вы будете там убирать с голодом. А я ему сказала, мы народ очень трудолюбивый, мы очень любим работать, так что куда мы пойдем, там мы себе найдем работу. Там мы будем жить, не хуже, чем здесь. И вот так, по дороге с ним все время поругались, конечно, с ним. Он хотел и мне стрелять хотел, а я говорю, я тебе не боюсь. Немцы я не боюсь, а тебе тем более не боюсь. Ты же наш Советский Союз, я говорю. И так приехали мы по дороге, не успели сходить с этого поезда. Поезд остановился чуть-чуть, мы иногда поэтому ходили, иногда стали только лепешка печь, иногда не успели напечь. У нас в нашем вагоне умерла женщина, которую оставили в Казахстане. И нашли какого-то казаха, и им заплатили, чтобы они похоронили ее. انظر يمينا ويسارا لن تجد رغم حسن المشهد إلا الغضب. هكذا قالوا لي. واصلوا: حينما كانوا يقتلعوننا وأجدادنا وآباءنا من هذه الأرض كنا نزرع فيها الغضب، نما الغضب وكبر، لم يصبح قوة ثأرية سوداء، ولكنه بات حافزا لنا على استعادة دورنا في التاريخ. نعم، الغضب يمنعنا الانتصار ويمنع أطفالنا إرث الهزيمة. أنا إمام إن شاء الله هناك في هذه المسجد. هذا مسجد أم مجاهد لكل مسلمون أجمعين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح الأبواب برحمتك. تفضل. هذا مسجد نور كبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ تفضل. Я сын Осман оглу умер. Родился здесь. В 1941 году, 18 мая, нас насильно выслали с родины. Нас было 7 человек. Вот, бабушка была больная. Мы ее, пока встали, они вот так, солдаты, стащили. Ну и вот, зверски начали издеваться. В штанах они мы на нижней полке, так как мама в положении. На нижней полке стали мы ехать, 22 дня ехали. 22 дня мы ехали, все вшивые. Если бы вы видели этих людей, это неузнаваемые люди. Нас сказали, чтоб мы вас утонем в воду. Ну, все уже плакали, никто ничего, ни о чем не думал. Убивает, уничтожает нацию. Начали называть татарами период
Менлигерея. Сегодня вот исполнилось больше 500 лет Менлигерею. Вот. Крымский хан, один из создателей Крымского ханства. Вместе Хаджигерея, это сын Хаджигерея. Вот то время, когда отношения к Крымскому ханству, отношения с Россией испортились, с Москвой, они нас стали называть, кто в степи проживает, у нас в степи, вот сейчас, в крымских степях. Вот. Ну, еще, я думаю, будет интересно знать, что до 1928 года крымские татары пользовались арабской графикой, как весь мусульманский мир. В 1928 году Сталин и большевики решили, значит, наш народ отстранить от ислама, и поэтому нам исламскую графику поменяли на латинскую графику. А все книги на арабской графике тоже начали изымать из библиотеки и уничтожать. А те, кто пользовался арабской графикой, их сажали в тюрьмы, расстреливали, ссылали в Сибирь. С 1928 по 1938 год нас заставили пользоваться латинской графикой, а в 1938 году, как и весь Советский Союз, перевели на русскую графику. Если карту взять, показать вам, где моя карта. Вот она. Вот посмотрите. Вот кто в степи проживает, вот в степи кто проживает, это все кочевники были. Тюркский пример, Кыпчак. В период Бейбарса и после Бейбарса, и Калауна, и других султанов, арабов, а Бейбарс Кыпчак, выходец из Крыма, Эль-Бузлы племени, Эль-Борло. Даже у нас старые разрушенные есть джамы в Старом Крыму. Деньги давал 2000 дукатов, привозили и мрамор, и специалистов строить его. У нас 18 суток везли на товарном вагоне. Нам не давали на улицу выходить. Автоматом на двери охраняли солдаты. По-казахстански степь был жара. Невозможно было терпеть на этом вагоне. Даже был, вот я помню, на одном станции, ну, название, конечно, я не помню, женщина в вагоне умер. Ее завернули в одеял и через одну остановку его выгрузили и оставили возле станции. Вот когда мы хотим по большому или по маленькому, нам только разрешили на ведра. И это ведра, пока мы с какой-нибудь станции не остановят, они вот воняли, на вагоне страшно было дышать. Ну, не разрешали. Все, маленькие дети заболели, пока доехали. Лицо у нас, вот я перед вами, не монголоидное, европеидное, восточный ветвь средиземноморского антропологического типа, в основном массе, крымские татары. А мы все кричим, плачем, мама, мама. И там у нас ни отца, ни матери, только бабушка, нас трое было. Мне 8 лет, а братишка 6 лет, а тот сестренка тоже была 3-4 или так годика. Второй случай был по дороге, когда ехали, в нашем вагоне рожала женщина с нашей деревни. Правда, там очень рассказать неудобно. Там его окружили женщины, но как-нибудь она рожала.
Ну, она недолго жила, там девочка рожала, недолго жила, его тоже похоронили. Перед началом войны 22 июня 1941 года в армии призвали, ушло 40 тысяч крымских татар. И сыновей, отцы наши, ушли на фронт. Те, которые еще призваны были 39-38 годы, тоже в армии были. Всего 40 тысяч. И из них после окончания войны вернулась только 1/3. И всех их арестовали. Я сейчас подойду, покажу герою даже. Не пощадили. Эту воду где-то поезд останавливается на сколько-то минут. Пока он не гудит, я же муку немножко взяла. Мама делает, сидя, лепешки. Мы с папой слезаем с вагона, ищем, чем зажечь. Где-то соломинка, где-то 2 камушки. На это поставим вот железку, печем лепешки. А кто-то, есть больные люди, совсем не могут ничего сказать, пожилые. Все же воевали, все были на фронте, никого не было. Все были пожилые и дети, и женщины в основном. Когда нас уже везли, маленькие дети погибали от духоты. Туалета нету, Исмаил. Если бы вы видели, как мы мучились. Вот мы 22 суток ехали в поезде. За Куйбышевым давали соленой рыба. Вот это я помню. У нас в вагоне 46 человек был. Дети, мети, все семьями. Это 46, я помню, 2 человека умер, старики. Его выбрасывают, и все. Дверь открывает, выбрасывает. В нескольких машинах нас разгрузили. Разгрузили и начали, нас строили, как будто будет стрелять. Нас собирались стрелять, солдаты. Потом все дети, старики, все, мы начали плакать. В чем же дело? Что мы делали? Мы же дети. А нас заставили русские заставили. Их снимали сапоги с ноги. Нас языком мы их ноги мыли. Ноги мыли. Хоть старые, хоть маленьких, всех заставляли вот это сделать. Я тоже полковник в отставке, имею больше 20 наград. Здесь я знаю некоторых только. Я знаю хорошо Ахмедхан Султан, дважды Герой Советского Союза. Он в воздухе летал один, ему разрешали выходить одному воевать. Наше выселение со времен Екатерины, Николая, вот с тех пор, это нас... В 1941 году был последняя высылка. Здесь ни одного татарина не оставили. Вообще наш народ хотели совсем уничтожить. Но его убить можно, но наш народ сломать нельзя. Наш народ никогда не сломается. Вот. Все вот это сделал нам Советский Союз. Это скот не так гоняет. Они сейчас очень милый разговаривает, очень аккуратный русский, очень политика у них тонкий. Это подготовленные были. Мы, если жили в Средней Азии, Туркмении, нас никто не сдал бы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Куль а'удhu бираббин-нас, маликин-нас,
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah Teala bizlerin günahlarımızın, yanlışlıklarımızın affetsin. Allah subhanahu wa ta'ala. أسجل ما فات. هم أيضا يسجلون ما مضى، يشحذون ذاكرتهم، يحفظونها للصغار، يحثونهم على ألا يسمحوا بتكرار ما جرى. أمامي عمل كثير، عشرات القصص والتفاصيل لرحلة في القطار دامت حوالي 4 أسابيع قبل أن تبدأ رحلة أخرى بكل ألامها ومواجعها. إنه المنفى، ولذلك فإن الحكاية لم تنتهي بعد.